Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, благодарю за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями со мной. Спасибо вам. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и не стесняйтесь, ставьте лайки. Сегодня по просьбе моих замечательных подписчиц, в том числе Ларисы. Спасибо, она предложила тему расклада «Новые чувства. Кто ты, мой новый мужчина?» Для начала делаю вашу, девочки, сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Да что же у нас случилось? Ух, эти женщины, какие-то женщины вас обидели, что-то вы от них устали, может женский коллектив, может какие-то типа а-ля подружайки, да, типаж такой, против кого мы сегодня дружим. Ой, сообщество какое-то, коллектив, какая-то группа лиц женского пола. Почему-то вы так от этого устали, может быть от каких-то их этих между собой разборки. Ну, тут скорее в вашу сторону направлена какая-то их энергия, коллективный разум, да. Почему-то желание защититься, закрыться, как будто бы понимаете, что мир не изменить, но хотелось бы, наверное, свой мир какой-то создать, в котором не будет вот такого какого-то отношения. Почему-то вообще, какого-то токсичного. Да что ж тут такое? При этом вас показывают человеком. Ой, боже мой. Да что ж такое? У меня второй расклад подряд я делаю, и там девочка какая-то приходит. Тут вы какой-то человечек такой добрый, светлый, карта мораль, с открытыми ладонями. Это не то, что там я вам дифирамбы пою и рассказываю, какая вы супер классная, белая, пушистая. Ну, тут правда. Тут эта карта, это карта нашей творческой студии. Мы сами эти карты создавали, поэтому я так трактую. Изначально мы вкладывали смысл в каждую из этих карт. Вот эта карта, она так читается. Если характеристика на человека, человек идет с открытыми ладонями. Он за спиной не будет там гадости про вас говорить. Он не будет входить в какие-то там, уж не знаю, как это сказать, союзы и сплетничать, и там какие-то гадости творить за спиной. Он все, что думает, он скажет. Даже, может быть, даже где-то промолчит для того, чтобы не причинить вам боль. Тут как-то вот такой вот человек, который несет добро, свет. При этом тут 100% человек где-то страдает от этой доброты, от этого своего видения мира, таким каким-то. Ну, все же мы воспринимаем мир окружающий сквозь призму собственного восприятия этого мира. То есть у вас как будто бы глазки завязаны, вы до поры до времени, вы как будто бы не замечаете токсичного окружения, каких-то токсичных двойственных этих выпадов, может быть какие-то провокации, да, вот где-то можете наивно отвечать на какие-то вопросы, а они с каким-то подвохом, эти вопросы, которые могут потом люди, знаете, как трактовать по-своему. Скорее всего, изначально этот вопрос задается для того, чтобы потом перекрутить и выставить то ли вас в каком-то свете, то ли проманипулировать, то ли, ну, тут как-то так. Вот показано какое-то токсичное окружение, от которого вы вроде как и закрываетесь, но вы не можете этого избежать. Первая карта показана где-то, что вы, ну, не люблю это, что вы стали жертвой этих гадюк. Ну, почему-то вы пострадали от этих нехороших женщин. Ну, тут женский коллектив, что я могу сказать? Прям мне хочется их нехорошими словами позвать. Ах, подколодные. Так, о чем это? Ну, какое-то унижение. Лабиринт. Воительница. Вы. Дьявол. Ну, смотрите, тут показано, что вы почувствовали себя, почему, ну, как почему-то, потому что проявления у них такие были.
То люди попытались за счет вас самоутвердиться, то ли попытались вас как унизить. Причем эта карта у меня проигрывается почти всегда, это когда незаслуженно. Вы понимаете, это что я вам сделала? Да я ничего вообще, как бы. А тут изначально люди как-то себя так ведут очень некрасиво. И на самом деле карта лабиринт, вот как туман, неопределенность. Вот вроде бы ничего конкретного может быть до поры до времени. Ну какая-то общая такая то ли атмосфера, то ли вот вы понимаете, что то ли как за вашей спиной там, то ли шушукаются, то ли вы понимаете, что вы ходите там, где вы находитесь в помещении, и стараетесь вот так вот как-то спиной, это я утрирую, прикалываюсь, типа прижиматься к стене спиной, для того, чтобы опора была сзади, чтобы не прилетел вам этот кинжал помеж лопаток. Я к тому, что веры уже нет, к тому, что там вроде они ваши подруги и друзья на работе могут быть, ну, коллектив. Это может даже не рабочие отношения быть, просто какое-то, не знаю, может какие-то там женщины, которые что-то против вас. Вот. Это может, не приведи Господи, даже близкие, там родня какая-то, женский коллектив, вот как ополчились, как будто тут даже не то, что ополчились, вот токсичные, они разъедают, они... У них с вами абсолютно разное видение мира, разные методы достижения поставленных каких-то там целей. Вы одним образом как-то живете, они совсем по-другому, по-иному, могут навязывать это свое видение мира. И лабиринт ни начала, ни конца, и выхода из этого нету. Как будто бы вы опять и снова наталкиваетесь на вот этих каких-то людей, ну, это из той серии, знаете, когда стараетесь поменять окружение, да, это может быть коллектив новый, и вы понимаете, что тут такие же эти змеи подколодные, ну, нельзя всех под одну гребенку, ну, от перемены слагаемых сумма не меняется, да, или же там стараетесь, опять-таки, может быть, подруги какие-то, да, возникают периодически, из прошлого, вы понимаете, да, таких подруг иметь тут и врагов не надо. Ладно, почему-то тут показано ваше, уже как будто бы вы берете этот меч в руки и стараетесь то ли рамки границы эти выстраивать, для того, чтобы вот эти их токсичные выпады, ну, вы понимаете, что все уже капец, сущность, дьявол и желание людей вами манипулировать, дергать вас за ниточки, управлять, делать вас какой-то удобной. Тут какая-то такая идет энергетика. Хочешь, не хочешь, как будто бы вас Вселенная подталкивает к тому, что, может, ты не хотела бы тут кому-то по башке давать, ну, я образно говорю, с этим мечом становиться. Ну, как будто бы вас то ли учат, то ли призывают к тому, что себя нужно защищать, или же не пропускать какие-то моменты, когда вот там самое время поставить кого-то на место. Или же элементарно переставать быть вот такой, знаете, как добродушной, да, открытой, где-то прикрываться, где-то вот этот щит закрываться этим как щитом, где-то, ну, по мячу даже уметь просчитывать какие-то их ходы, да, себя обезопасить. Почему-то мне так показывают, какое-то такое состояние ваше. Вот эта карта, она мне как будто бы какое-то разочарование у вас, как обида, как ребенка обидели. Видите, тут ребенок сидит на ступеньках. Я не говорю, что вы там... Ну, кто-то, кстати, мог и пострадать и финансово, материально. Да, тут как, от действий каких-то этих женщин. Ну, в принципе, ну, как потеря, лишение. Как минимум душевное ваше спокойствие. И тут как незаслуженно. Вы говорите, блин, да за что? С чего? Зачем вы так? Ну как-то так. Да, вы говорите, какая-то ситуация такая, хочется как очищения, хочется отмыться от этого. Ну, токсичные, ядовитые люди, люди, которые могут такие быть двуличные какие-то, вы это видите, подмечаете. Да что ж такое тут у вас? Прям не хочется их поколотить. Ладно. Так, девочки, не будем. Во время расклада никто не пострадал. Давайте посмотрим. Новые чувства. Кто ты, мой новый мужчина, да? Это вообще из другой оперы будет у нас тема. Ваш новый мужчина. Ваш новый мужчина. Новые чувства. Кто он? Итак. Кто ты, мой новый мужчина?
Угу. А что-то я переворачиваю. И что это такое у нас тут? Ну, все, что сейчас выйдет, я буду рассказывать. Да, наверное, наверное, это ваша сигнификация продолжается, поэтому давайте попробуем. Почему-то не так захотелось. Говорят, вообще, мне так как на вас. У вас было такое тоже разочарование, тут слезки, опять такой, как ребенок. Тут и карта невозможно. Видать, с кем-то в прошлом было невозможно построить отношения. Вы это понимали, из-за этого расстраивались. Но это прошлое, динозаврик тут такой. После этого, как будто такой какой-то период у вас, вы старались держать баланс. То есть не в прошлое, может быть, до конца не скатываться, да, вот это вот постоянное состояние, где мы прокручиваем. Старались себя все-таки где-то взять в руки. При этом такое ощущение, что да, семья, это хотелось бы вам, род семья, но при этом не скатываться еще по карте вампир. Ну, может быть, желающие были, да, какие-то там к вам проявляли мужчины какой-то интерес, но вы как будто бы, мне такое идет, после вот этого болезненного опыта какого-то, вы настолько стали не то, что там щепетильный к выбору партнера, но, скорее всего, вы уже их видите, какой-то тип мужчин, которые, как вампиры, от вас только берут, рады от вас напитываться, там лапшу на уши какую-то навешали, тут даже, может, этим особо и не озадачивались, они навешать или нет, просто потребители, вы как будто бы старались от таких тоже подальше держаться. Почему-то у вас вот тут не такое складывается, как будто бы это вот в прошлое, и что потом за этим следовало, это какое-то у вас менялось мировоззрение, восприятие мужчин. Как будто бы вы начали, может, подмечать, что вокруг какие-то есть мужчины, которые вроде бы интересуются вами, но вам вообще не хотелось бы, чтобы эти мужчины были в вашем поле, огороде, да, приближать к себе не хотелось бы. И уж точно эти мужчины, с этими мужчинами вы понимаете, что счастливыми вы в семейной жизни вы не будете. Потому что тут, ну, тут типично, как будто бы какие-то товарищи, которым хотелось бы, может быть, какие-то требования они предъявляют к вам, но сами абсолютно не соответствуют тем каким-то требованиям, которые есть у вас, да, элементарным даже. И они готовы брать, потреблять, приходить, когда им вовремя, в общем, все из этой серии. И вы говорите, не-не-не, спасибо, может я пока подожду, может быть, следующий будет, знаете, как не надо бежать за уезжающим этим троллейбусом, подойдет следующий, тут что-то может быть из этой серии тоже. Лучше никак, чем как-нибудь, да, или то же самое, лучше ни с кем, чем с кем попало. Тут такое уже, как будто бы вы говорите, не хочу я, ничего хорошего я вот от этих товарищей точно не вижу и не увижу. Я уже вижу насквозь, да, тут уже я уже сейчас стихами белыми какими-то буду разговаривать. Так, девочки, сама по себе яркая, харизматичная, вы говорите, да я внешне привлекательна, вообще как райская птица. Сама я по-любому не останусь. Ну, вот с такими я точно не хочу быть. Так, давайте теперь, это что-то у меня, пошло импровизация. Давайте. Новые чувства. Кто ты, мой новый мужчина? Ой, давайте. Будут новые чувства. Кто ты, новый мужчина? Будут новые чувства. Кто ты, мой 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 новый мужчина? Давайте смотрим. Будут у вас новые чувства? Ой, да.
Интересно. Смотрите, показано, девочки, почему-то мне по этим картам, ну, как есть, так я и читаю, да, я, конечно, могу вам тут рассказать прям, о, будет радужно и прекрасно, и весело, и задорно, но тут мне выходит карта, еще какое-то время, я не буду даже говорить длительное, ну, может, у кого-то и длительное, карта одиночества выходит. Может быть, даже для вас это одиночество, оно будет целительно. Где-то вы разберетесь до конца с собственными какими-то запросами. Сами с собой разберетесь, чего вы хотите, какой типаж мужчин для вас является притягательным, какой мужчин, типаж мужчин может закрыть ваши потребности реальные. К тому времени, может, в этом одиночестве, ну, как я говорю, целительном, даже вы до конца осознаете, какие же у вас, собственно, потребности, те, которые они у вас есть. Может быть, вы были длительное время в союзе, где-то там под кого-то, хотите, не хотите, подстраивались, ну, в хорошем смысле, потому что даже могли где-то потерять самих себя. А тут как будто бы вот такое, мне показано, девочки, одиночество. Одиночество из-за чего? Из-за разбитого сердца, из-за того, что, может быть, у кого-то, ну, тут карта беременности, это в том плане, что вы ожидали длительное время, может быть, тут император, кто-то был и замужем, беременность, император. Император — это мужчина, который тираничный, деспотичный, мужчина, который есть мнение его, оно правильное, остальные все не факт. Беременность — это в данном контексте, ну, понятно, у кого-то там была беременность, у кого-то детки были рождены в союзе или вне союза, но это тут другое. Тут как будто бы вы ожидали действительно какое-то продолжение этой истории. Но тут почему-то мне показано, ну, это скорее как в прошлом, что мужчина агрессор какой-то, из-за этого печаль, разочарование, какие-то хитрости. Но тут у меня вот будет ли любовь, боже мой, новые чувства. Будет любовь. Так, это из прошлого, товарищ. Семья в прошлом была, агрессор из прошлого. Бумеранг. Это что, вернется какой-то из прошлого? Карма. Тут у кого-то будет возвращение этого блудного попугая Кеши, да, но тут такое, как будто бы вам до конца нужно некоторым уже прожить по карме, закрыть вот этот гештальт, лишний раз осознать, что обещать не значит жениться, да, и карта сердца. Любовь, она проявляется не просто в каких-то словах, а тут как карта, как будто бы вы можете сойтись с человеком, и карта сущность, а потом опять его истинное какое-то проявление, его эта сущность вылезет. Тут вот такое что-то. И потом идет с этим человеком у нас по звезде, я так как будто бы охлаждение, расходитесь. У кого-то такое может проиграться. Опять-таки, и карта инициатива отторжения женская, как будто бы вам отбивают эту инициативу отторжения, отбивают это желание где-то именно с таким типажом, с таким мужчиной строить отношения. Где-то у кого-то это прям как какие-то бумеранги, возвраты, как это, флешбеки, да, из прошлого. Это как будто бы тут они мне это показывают, что новые чувства, а тут может старый вернуться. Ну, не старый, вы поняли. Прежний партнер, с которым вы были, от которого уже натерпелись, с которым что-то там не ладилось. Вот тут поэтому может быть вот это так показано. Но тут по факту вы с ним сходитесь, но через время, тут может даже очень непродолжительное время опять расходитесь и уже навсегда. Так, это хорошо, а то это понятно, хоть чуть-чуть стало ясно и понятно. Кому-то, девочки, я просто как подсказка, не тратьте время на это даже, потому что все равно вы с ним по факту получается ну, ладно, это вам нужно, наверное, для чего-то. Для того, чтобы в очередной раз для себя осознать, что ничего хорошего от коммуникации, от каких-то типа фантазий, ну, ничего кроме этих каких-то фантазий эти отношения не дают.
Да, мне прям выскакивает карта игра какая-то. Ну, может быть, доиграть как эту игру до конца. Я же говорю, карма, как закрыть это все, урок пройти. Так, о чем вот тут вот дальше? Тут будет все-таки новые чувства у вас вот тут вот. Род и что? Почему-то они мне показывают, знаете, как-то так странно. Тут вообще даже нет каких-то парных карт. Тут единственное есть история о чем. Опять тут как подсвечивают ваше тут одиночество, тут карта отшельник. И вам просто даже как будто бы говорят, в это время, когда вы будете одиноки, направьте свою энергию по карте мастерство, может быть, на свою какую-то реализацию, профессию. Бездействие в том плане, что бездействуйте, не нужно вам искать именно специально там, ну, на сайтах знакомств, там еще что-то. Как будто бы вы можете, вот даже если вы будете искать вот это, в это время, когда вот вы там чувствуете даже одиночество это, вы можете себе какую-то это, на пятую точку приключения, карта крысы, каких-то людей привлечь, ну, не буду говорить, что мошенники, что какие-то там эти, как это, аферисты, да, вот эти вот брачные. Нет, просто какие-то люди такие, как будто бы, ну, самой будто бы не нужно искать вот это вот все. Не нужно показывать какую-то заинтересованность, именно, что тут настолько вам нужен этот мужчина, вы настолько заинтересованы в том, чтобы вот эту пару найти. Тут показано, вот когда будет это отшельничество, тебе нужно просто бездействовать, ну в каком плане, в личном, в вот этих поисках этого партнера. А так нужно, это идет как очищение какое-то, то есть программа, как вы как перезагружаетесь, если можно сказать, мастер. Опять-таки, может это время, ну где-то кому-то повысить квалификацию, новым делом каким-то, проектом, бизнес-проектом заняться. Почему-то вам говорят, защищайтесь, вы должны защищаться от таких каких-то мужчин, и вы приходите тут к стабильности. Карта якорь. Тут хорошо, защищаете свою какую-то стабильность, то, что у вас есть. А тут, вот, ну, то, что вышло, девочки, я то и рассказываю, как будто бы у вас какой-то будет период, где то ли информация вам будет приходить какая-то, она то приходит, но и тут же как будто бы эта информация, она очень важна для вас. Может там по психологии, может тут какие-то расклады. Но это каким-то образом, эта информация вас выводит из каких-то иллюзий или подготавливает вас к тому, чтобы вы не пребывали в каких-то иллюзиях по поводу чего? По поводу там род, семья, построение отношений. Мне так идет, девочки. И высшее я. Я даже не знаю, как это сейчас. Высшее я, это вас с вашей стороны? Или это мужчина? Нет, смотрите, это скорее карта ведьма ведающая. Это какая-то вам будет идти информация вот специально для вас, которая, может, недоступна большинству женщин. Это как, если вы увлекаетесь эзотерикой, психологией, это все сюда. Это будет касаться информации как-то, которая вам подсветит, где вы, может, по высшему я ставили на пьедестал мужчину, где вот вы себе, может, в голове нарисовали картинку, что я не могу быть до конца счастливой, пока у меня нет этого партнера, вот именно такого. И как привязаны к этой идее, как будто бы, ну, как повернуты чуть-чуть, ну, не обижайтесь, вот на этом. Зацикленность какая-то есть. Род, семья, вот у меня нет сейчас этого, все фигово, жизнь не удалась. А тут как идет очищение от этих программ, от этих установочек каких-то. Карта мастерства, вам еще раз говорю, как подсвечивают. Ты можешь пойти в реализацию, ты можешь это время использовать для того, чтобы в полной мере расцвести, ну, как личность. Вот тут такое идет. Ну, мне не так показывают, девочки. Ну и стабильность, и защищай свою стабильность, как будто бы не подпускай к себе каких-то, тут прям, девочки, предупреждения, когда вы будете вот в таком состоянии, особенно когда вы начнете вот быть так, набирать вот силу, какую-то ресурсность такую, может быть, тут желающие в первое время будут желающие где-то, ну, по карте крысы, ну, вот, воспользоваться даже этим. То есть
какие-то, не соглашайтесь на какие-то предложения мужчин, которые, в принципе, вы видите, но мужчина как будто бы, ну вообще это не ваш формат. И изначально вы видите, что там какой-то вот, может быть, он идет с каким-то, знаете, заинтересованность, кто-то или меркантильная, или у кого-то как потребитель какой-то. Вот говорят, вообще вот не ведись на это, тут будут желающие, почему-то мне так показано. Вот это вот. Сейчас дальше смотрим. Новые чувства. Ой, вот это вот просто про... Это карта как единение, видите, тела, единение душ, какие-то бабочки в животе. И тут показано, что тут какие-то иллюзии по поводу того, что насколько вот вы хотите вот эту картинку. У вас потихоньку будет меняться во время этого вашего вынужденного для многих этого одиночества, будет меняться восприятие себя, но будет также меняться восприятие вот этого вот желаемого, вот будущего с каким-то мужчиной. Может быть, будет более на какое-то реальное, может быть, вы как частично прозреете даже, где-то вас приземлят, может быть, вы перестанете жить в вот этих каких-то радужных замках с этими единорогами. У кого-то, я не говорю, что тут все такие вот, как-то так воспринимают этот мир, но вот эта карта мне, тут какая-то эйфория, же говорите, бабочки, может быть, вот просто даже у вас в голове будет совершенно уже к какому-то времени, когда вы встретите этого мужчину, у вас будет ожидание от мужчины, от мужских каких-то этих поступков. Уже оценка этих поступков будет совершенно другая. Так, ссора, работа, ангел-хранитель. Так, о чем это? Извините, девочки, я же все смотрю, мне это важно. Не просто лапшу на уши навешать, а то, что карты показывают. Вот что-то не показывают. Смотрите, тут очень я много карт вытащила. Могу в 2 словах вам рассказать. В вашей жизни будет еще и страсть. У кого-то вплоть до того, что будет мужчина, который будет вам, на пороге, мягко говоря, будет появляться, но, скорее всего, вероятность того, что или недоразведен, или, не свободен, тут такое тоже есть. Так, как будто бы... У вас, кстати, ссора по этому поводу может быть. И смысл вот эта вот карта: ссора, работа, ангел-хранитель. Тут вас как будто бы тоже на какое-то время как отведут от какого-то мужчины, с которым вы, может, будете собираться построить семью в социуме, как бы вместе там появляться, там, не знаю, уже как-то так друг друга представлять, как вот ваша вторая половина. Но потом, как в последний момент, вот как по лабиринту, какой-то то ли форс-мажор, то ли какая-то муть всплывет, то ли какая-то тайная информация. В общем, для вас это будет как прозрение где-то вы поймете карта зелья. А это та любовь действительно, и опять я на те же самые грабли наступаю. То есть какая-то информация, которая от вас скрывается, она как всплывет в общении с этим мужчиной. То есть вы на него будете действительно какие-то возлагать надежды какие-то тут на этого мужчину. Тут будет ссора какая-то. И смысл этого всего, что нужно отношениями работать. И прям вот как отводят вас, правда, от какого-то мужчины. Тут говорят, отношения будут, какие-то отношения действительно, но через время, где, правда, и дороги откроются у вас, и карта Лиля, расцветете, будет это. Но этому будет предшествовать какая-то ситуация такая,
Ой, где вы будете как на развилке топтаться, и как будто бы чуть ли не как возвращение старых как, ну, каких-то программах, да, где мужчина для вас ценен, но бумеранги, опять как воровство, может недоразведен, может какие-то там, еще какая-то женщина будет претендовать на него, тут что-то такое, вот, или проявление мужчины, какие-то вы увидите, какой-то такой типаж. В общем, для вас это будет тяжелая ноша, и какое-то известие об этом мужчине. Такое, как будто бы болезненно будет. У кого-то это состояние материалка, что мужчина не до конца тянет отношения. Опять-таки, нересурсное может быть ваше состояние, сгущается все. Но у вас будет сила это все преодолеть. Сила, карта, вы как будто бы сможете уже, ну, пережить это, понятно, сможете. Благодаря этому сильнее опять становитесь, к сожалению. Так вот, карта воин, мужчина, который скорее разрушает отношения, чем созидает. То есть, вроде картинка изначально классная такая тут показывается, что будет новый мужчина, новые какие-то чувства, это все будет, но вот предшествует вот этим вот чувствам, тут какой-то товарищ, с которым у вас не сложится. Ну, а вы тут на него будете строить планы. Ну, тут как будто бы опять вот карта смерти, это трансформация, это вы переживаете это все, а потом дороги открываются по солнцу. Как будто бы вам, прежде чем придет вот эта ваша любовь, вот ту, которую вы ждете, этой любви будет предшествовать приход какого-то еще товарища, с которым у вас будут, мягко говоря, не очень простые отношения. На него вы будете возлагать какие-то надежды, он может быть даст вам эту страсть какую-то, может быть вы будете считывать это как какая-то удача, да, но по факту, говорят, истинная вот эта любовь будет после него. Ну, мне так показали, девочки. Я бы хотела вам сказать, что сразу, вот завтра за поворотом вы встретите его. Ну, просто для того, чтобы вы слишком не обольщались, что сейчас какой-то мужчина придет в вашу жизнь, что это будет он. Аккуратно, потому что там может быть какой-то форс-мажор, как будто вылезет какая-то информация о нем, та, к которой вы не совсем будете готовы. Ну, там, элементарно, как будто бы то, что он скрывает или не хотел бы, чтобы вы знали. И это, говорят, какой-то такой замысел, вот, ангел-хранитель, как высших сил, как будто бы вас даже отводят от этого мужчины. Почему-то тот, который считывается, что ваша такая какая-то любовь, новые эти чувства будут после. Я уже объяснила. А теперь, новый мужчина, какой он? Девочки, тут такой интересный мужчина будет у вас. Это не вот этот, который вот сейчас ближайший, ну как, какое-то время он войдет в вашу жизнь. Это тот, который будет после. Я уточняю. Придет мужчина, рядом с которым вы будете вот такой себя чувствовать. Вот такой, как крылья раскрыли, наполненной. Может быть, да. Он как подчинится вам, он вот на вас смотрит вот так вот как с восхищением, и он говорит, я подчиняюсь в чем-то. Так, это о чем? Ну, по справедливости. Человек как будто бы оценит, ну, ваше тут, ну, внешность, понятно, все мужчины в первую очередь на внешность реагируют, но тут как будто бы энергетика, вот это вот ваше, все ваше, вот это вот, как он говорит, по справедливости, да, она где-то, это мое.
невозможно не подчиниться этому всему, невозможно пройти мимо. Так, о чем еще тут? Ох, дьявол, что? Дерево. Стабильность. Ну, тут мне показано, что этот мужчина вот на вас как... не буду тут прям плохое. Тут дьявол, дерево, стабильность, якорь. Но девочки, вот как будто бы вот у него как сложится пазлик. Вот это мое. По дьяволу страсть, тут дерево и стабильность. Ты знаете, даже где-то, если у вас, ну, понятно, что у вас дело дойдет до сексуальных отношений, тут как будто бы идеально люди друг другу могут подходить в этом плане. И в принципе, как будто бы человек будет вас узнавать лучше, что дерево это все-таки какие-то родственные уже чувства, близкие. Тут говорится о том, что ну, ни на одном сексе, ни на одной страсти ваши отношения будут строиться. Тут более глубинные уже какие-то, родство душ такое мне идет, и карта якорь. Это все равно приведет к стабильности. Ну и карта дом. Мне такой идет, как будто общий дом у вас будет, этот мужчина. Так, но почему-то мне тут идет, если можно сказать, в анамнезе у этого мужчины, тут и разбитое сердце, какие-то он столкнулся. Это уже было, время прошло, это давно у него как будто. Разочарование в любви, как будто бы у него четкое понимание того, что его за любовь наказание. Любовь это наказание, любовь к красивой женщине, вода эмоций, карта лилия, это какая-то вот красота, красивая женщина, как будто бы он пострадал. При этом он столкнулся с какими-то сплетнями, ну, вплоть до того, что может быть женщина, ну, не буду тут наговаривать, ну, потому что, ну, так, ну, пример мне просто. Вот очень тут похоже, что, может быть, он в свое время полюбил красивую женщину, там, красивая женщина могла там где-то на стороне ему... Вот тут что-то такое, быть, мягко говоря, не очень верной. Вот тут такое, может быть, сплетен очень много, вот насчет этого. Вот. У него вот такое вот болезненное восприятие, вот, что любовь это очень больно, это наказание какое-то. И при этом он тут жатва, он к чему он пришел, вот на этой любовной сфере, какими-то своими иллюзиями, что он остался с этими иллюзиями. По факту боль и иллюзии. Ну, разбитые, походу, мечты какие-то. Тут мужчина, кстати, очень много после этого вот своего болезненного опыта, он по карте книга, то ли информация изучал, то ли психология та же самая, да, тут карта книга, она какая-то волшебная еще, тоже, может быть, какие-то приметы. Ну ладно, я не буду сюда это приписывать, как будто приметы, может, и верить, может быть, с вами, даже встреча с вами, как будет какая-то такая, да, у него значимая, необычная. Ладно, и вообще тут как будто бы у человека приходит, вы встретитесь через какое-то время после того, когда он уже эту ситуацию болезненную для него постарается разобрать по полочкам. И тут принятие идет. Принятие чего? Принятие карта шторм. Вот какой-то талисман, ясность, самонастрой. Сейчас. И вот эти две карты говорят о том, что где-то он уже многое осознает, принимает, может быть, понимает, где он был неправ, по поводу выбора какого-то, по поводу каких-то ожиданий ложных, да, надежд, шторм, любовь, по поводу того, что в любви невозможно соломки подстелить, тоже может принимает человек, да, это когда тут первые вот такие вот какие-то эмоции, и тут человек, допустим, разочарованный, обозленный, больно ему, он еще не готов идти в другие отношения, он, как правило, находит точно такого же, да, типаж и те же самые грабли и боль. А тут у меня показано, что человек проживет вот это все, уже идет принятие этой ситуации, он уже осознанный очень. Карта бездействия, как будто бы он даже специально не будет искать там себе вот вторую половинку или какую-то женщину. Скорее всего, что вас просто как вот столкнут лбами, и он где-то он у вас, ну не сможет он мимо вас пройти. Он действительно как-то вот, ну тут и сексуальное влечение на первом сразу будет. Вот, интересная женщина, вот незабываемая какая-то, вот вы на него произведете впечатление такое. Так, талисман, ясно, самонастрой. Вплоть до того, что
Так, сейчас. Может быть, у человека тут и в принципе такой будет настрой вообще как по жизни, что да не хочу я больше себе на пятую точку приключений, не ищу не ищу этой любви, а если еще он там, допустим, несет ответственность, разведен, там детки есть, там может не хочет сознательно ничего, может быть, серьезного. Где-то там, ну, может, деткам помогает и живет, как живет, не ищет он уже этой любви. Такое ощущение, как будто бы где-то что-то принял и осознал. Тут карта бездействия, как будто бы не хочу уже ничего, вот так как-то там, сам не ищет. Но при этом, может быть, какой-то такой в один момент у него придет как озарение, и тут ясность, что если ты не пускаешь свою жизнь, да, в душу свою человека, да, в свою жизнь не подпускаешь женщину. Это как вот самонастрой какой-то негативный. Не подпускаю, вот мне не больно, но с другой стороны, может быть, если он там с вами познакомится, да, тут какое-то идет осознание, вот эта ясность, эта карта говорит о том, что когда женщина есть вот такая какая-то яркая, ради которой хочется чего-то достигать, жить хочется, творить, заново, может быть, жизнь как яркими красками раскрашивается, подсвечивается. Эта женщина как талисман. Почему-то мне идет такое, что как это больше как на вас будет, вот как будто вы где-то перевернете его, вот это вот уже устоявшееся к тому времени видение отношений между мужчиной и женщиной, каких-то уже не ожиданий, как будто бы он уже не ожидает ничего там, и любви особо не ждет, и не ждет, не будет ждать там волшебных каких-то изменений, понятно. А тут у человека придет осознание того, что он отказывается даже от возможности любви, от общения даже какого-то. Это какой-то самонастрой, как будто бы он сам себе программки эти ставит, и вот и живет в этом. А если он будет с вами какое-то, может быть, время, вы там пообщаетесь, у него четко придет ясность, осознание того, что эта женщина пришла в мою жизнь не просто так, талисман. Благодаря ей в моей жизни все в лучшую сторону меняется. Я хочу жить, я хочу творить. Может, ради этой женщины я хочу чего-то добиваться в жизни. Вот тут вот такое вот придет у этого человека осознание. Ой, ну все хорошо. Ну, просто сколько вам его ждать, да? Неизвестно по черной кошке. Да, придется еще подождать. Ничего ты не сделаешь, да, карта? Вот как те карты потом выходили, какой-то период такой придет у вас. Аккуратно, не спутайте вот того, который перед ним будет, с вот этим. Вот. Не давайте шансы к тому, кому не нужно, девочки. Если вы видите, что ну нету счастья, ну совсем не ваше, не надо, не тратьте время. А тут говорят, что все равно по карте Солнца, там выходила у меня карта Солнца, что придет, и на вашей на улице будет этот праздник, да, перевернется этот замечательный, как этот, ой, большой огромный автомобиль с пряниками, с конфетами, еще с чем-то. Карта Солнца. Потом все равно откроются дороги. Трансформация. Как будто бы к этому времени вы станете мудрее. Это по поводу того, что ваши там какие-то запросы, может быть, даже вы сможете оценить вот этого мужчину через время только. Вы сможете разглядеть его. А сейчас, если вам его дадут, вот этого вот, может быть, вы пройдете мимо и подумаете, да он какой-то там скучный, неинтересный, и что я буду его переубеждать там в чем-то, ну, что я буду перед ним тут скакать, плясать, чтобы убедить его, что я такая его самая лучшая. Может быть, он к этому времени, вот сейчас даже он еще до кондиции не дошел, не дозрел до встречи с вами. Может, у него еще эти болезненные ощущения после этой разбитой какой-то любви, может, предательства какого-то. Тут, говорят, должно время пройти. Смерть — это тут как трансформация. И совы, это тут обои должны как будто помудреть и быть готовы к этой встрече. Для того, чтобы это во что-то действительно ценное, как созрело. Ой, ну все, девочки, не хочу. Больше боюсь даже спугнуть, испортить. Надеюсь, кому-то это было интересно, полезно. Я старалась, честно. Все. Всех люблю, целую. До новых встреч. Спасибо за то, что вы со мной. Подписывайтесь, мои хорошие.